Мир без виз. Вокруг света с Валерием Шаниным. Поход по участку тропы Святого Павла от Перги до Бейшехира стал очередным этапом проекта «Мир без виз», в рамках которого Валерий Шанин путешествует только по безвизовым для россиян странам. В этом путешествии его попутчицей стала Катя Клементьева. Святой Павел совершил несколько миссионерских путешествий по Европе с целью широкого распространения новой веры. Именно он и стал создателем христианства как новой всемирной религии. В 2008 году англичанка Кейт Клоу проложила туристическую тропу, которая проходит по тем местам, которые святой Павел посетил во время своей первой миссионерской поездки в Малую Азию. Тропа святого Павла проходит по античным дорогам, по проложенным в лесу колеям лесовозов, по тропинкам и козьим тропам. По более диким и менее заселенным местам, чем более известная Ликийская тропа. Здесь пока еще мало пансионов и ресторанов, ориентированных на обслуживание пеших туристов. Рассчитывать лучше на себя. Спать в палатке, а еду готовить на костре, благо воды много и дров в избытке. Ходить по тропе можно в любое время года, но самые популярные сезоны – весна и осень. Летом чересчур жарко, зимой холодно. Середина апреля. Валерий Шанин и Катя Клементьева начинают свое путешествие возле руин античного города Перги. Уже по-летнему тепло. Все цветет. А шелковица даже и созревает. Вот пьем первый турецкий чай в этом году. Приходится пить с сахаром. Хотя обычно пьем без сахара, но турецкий чай пьется только с сахаром. Так вкуснее. Закусываем хлебом. Все по-простому. Поначалу приходится идти по асфальтированным дорогам. Путешественники пересекают национальный парк Куршунлу и выходят на берег реки Кюпрючай. Здесь знаки теряются. Ну, что дальше, да? Приходится идти напрямик, на север, к поселку Акчипынар. Где-то за ним находится водопад Учан-Су, мимо которого тропа точно проходит. Местные жители подсказывают короткую дорогу. Давай, приезжай. И не только подсказывают, но и подвозят. Сколько по пути? Тебе размышления такие кантовские, не иначе как о смысле жизни. Чем? Нет, руки короткие. А туда лезть как-то неохота. Совсем уж. Маленький. Значит, не голодная? Знаков тропы пока нет. Но, судя по карте, водопад Учан-Су должен быть где-то выше по течению этой реки. Нужно держаться поближе к ее руслу. Да и дорога, вероятно, идет прямо к водопаду. Водопад Учан-Су все местные жители знают и берутся показывать дорогу. Чансы! Вскоре у путешественников появился и личный проводник. Он не представился
имени своего не назвал и сразу же стал вести так уверенно, как будто абсолютно точно знал, куда именно нужно идти. Кобель. А что ты писаешь, как девочка? Я и подумал, что ты девочка. Учан-Су – место туристическое. К водопаду возят туристические группы, но не на автобусах. Они здесь не пройдут. Дорога слишком плохая. А вот для поездок на квадроциклах она подходит как нельзя лучше. Им не дался. Река неглубокая, ее легко перейти вброд. Но совсем уж расслабляться не стоит. Камни мокрые и неустойчивые. Вода в реке по виду чистая, но сырой ее пить не стоит. Дров везде навалом. Костры разводить не запрещено, даже в заповедниках. Самое время сделать небольшой перерыв на чай, заодно и обсушиться. Вот первый чай сделали в Турции. Дикий. Дикий. Вот и водопад Учан-Су. Его название переводится как «летящая вода». Название яркое, но не уникальное. Водопадов с точно таким же названием очень много, и не только в Турции. Есть водопад Учан-Су и в нашем Крыму, недалеко от Ялты. В бассейне у подножия водопада разводят форель. Тут же в ресторане ее готовят на гриле. Однако туристический сезон еще не начался, поэтому и ресторан не работает. Его только готовят к открытию. У водопада путешественникам наконец удается вернуться на тропу Святого Павла. Настоящий очаг делаем. Ого, сколько муравьев. Хорошо, что мы палатку такую ставим. Начинается крутой подъем по заросшему соснами склону горы к руинам античного города Пиднилис. Вот настоящая уже античная дорога, выложенная ровными камнями. Когда-то раньше была. Сейчас уже заросла вся лесом. Бывал ли в этом городе сам святой Павел, доподлинно неизвестно. Но во время его миссионерских странствий Пиднилис не просто существовал, а переживал свой расцвет. В древности как раз по этим местам проходила граница Памфилии и Писидии. Соседние страны часто воевали между собой, и пограничные города первыми попадали под удар. Во время одной из таких локальных войн Пиднилис был разрушен и никогда не восстанавливался. Даже археологические раскопки здесь толком не проводились. До такой степени этот город никому не интересен. Руины не огорожены и никем не охраняются. Вход свободный. Фундаменты и груды камней разбросаны по огромной территории. Сохранились южные ворота, часть городской стены, и северные ворота.
Вечер застал путешественников на берегу какой-то безымянной реки. Место тихое и спокойное. Людей и утром не видно, но чувствуется, что места давно обжитые, и жилье где-то рядом. Иначе скот не бродил бы так вольготно. Сейчас пойдем и долго будем думать, куда нам поворачивать. Да, коза? На тропе Святого Павла много источников. При желании воду можно пить и сырой, но лучше ее все же прокипятить. Разжигать костры можно везде, нужно только соблюдать противопожарные меры. Как минимум обложить кострище камнями и, конечно, залить угли перед уходом. Чай с солеными орешками. Заливаем костер, потому что пожар опасные условия, чтобы после себя не оставить людям подарок. А это что? Просто красное. Почему туда некуда? Налево-то есть куда, а направо некуда. Но вдруг мы непонятливые. Вы же непонятливые. Тропа проходит через Язылы каньон, или в переводе на русский язык «каньон с надписью». Здесь на скале высечены стихи древнегреческого философа Эпиктета. В подстрочном переводе они звучат примерно так: «Путник, готовься и иди путешествовать. Только свободный по своей натуре человек может быть свободным. Мера его свободы определяется только природой». В общем, речь идет о том, что лучше быть свободным, чем несвободным. А уж если ты свободный, то надо путешествовать, а не сидеть дома. Ну это, наверное, вдоль каньона, гулять вдоль каньона. Ну а мы куда? А мы по тропе Святого Павла. Нам никак не отвертеться. Удовольствие — это не для нас. Тропа карабкается через густой лес на почти отвесные скалы. Нам попался участок очень крутой. Хорошо еще тропу не сразу теряем. Но тропа ведет градусов под 50 вверх. Даже не видно пока еще куда. Зато по сосновому лесу. Так и путешествуем. А я не туда полез. Вон туда надо.
надо курс скалолазания пройти. Похоже, надо. Где там вот эта книга? Начинается спуск вниз к городку Сючелер. Солдаты в путь. Путь. Для тебя, родная. Отсюда тропа Святого Павла идет на северо-запад в сторону Игердира. А Валерий Шанин и Катя Клементьева сворачивают на северо-восток. Но не потому, что заблудились. По изначальным планам Кейт Клоу тропа должна была проходить мимо озера Бейшехир и дальше к Тарсу, родине Святого Павла. Но этот участок тропы пока остается лишь в перспективных планах. Валерий и Катя пойдут по району, где еще только планируют проложить очередной участок тропы Святого Павла. Дорога идет через незаселенные места. Когда-то здесь жили люди, но сейчас никого нет. Ой, как же это попить-то? Ой, струя мощная очень. Дома постепенно разваливаются. Домашние яблони понемногу дичают. Спасибо. Бай-бай. Идем. В деяниях святого Павла написано, что по пути из Перги в Елвач он шел вдоль реки Аксу и заходил в город Тимбриада. От этого античного города вообще ничего не сохранилось, но известно, что его главный городской храм был у входа в пещеру. Вероятно, имелось в виду именно это. Пещера Зиндан – одна из местных достопримечательностей. Внутри провели освещение, пол выровняли и зацементировали. Тут еще одна решетка. Вот это да. Вход в пещеру достаточно широкий, но по мере продвижения вглубь горы стены подступают все ближе и ближе. А затем коридор становится таким узким, что пройти по нему можно только поодиночке. Пещера расположена на высоте 1300 метров над уровнем моря. Она длинная, но почти горизонтальная. Это просто какое-то недоделанное ущелье, может быть. Да. Каньон. Уклон незначительный.
Общая длина открытой для туристов части пещеры 760 метров. Но есть и закрытые участки, в которые можно попасть только при наличии специального снаряжения и сноровки. Уже в римскую эпоху эта пещера использовалась для проведения религиозных церемоний. Язычники поклонялись здесь античному богу Эуримедону, а ранние христиане прятались здесь от преследования властей. Позднее рядом с пещерой был монастырь. Никто точно не знает, бывал ли в этой пещере сам апостол Павел, но с большой долей вероятности можно утверждать, что да. До озера Биши-Хир по прямой всего километров 20. Совсем немного. Но прямой дороги через горы нет. Придется ехать в объезд через Эгердир. На окраине городка Шакир-Карагач начинается национальный парк Кызылдак. Попалась попутная машина, а в ней владелец ресторана. Он приглашает к себе на чай и пытается на пальцах объяснить, как пройти к озеру Биши-Хир. Little meter, 70 metre, little. Stabilize car road, devam. Böyle. Buradan Beyşehir Lake. Лейк. Beyşehir Lake. Окей. Buradan böyle. Дорога в национальном парке есть, но транспорт по ней не ходит. Да, ты так побежала. Медленнее надо идти. Путешественники выходят к северо-западному углу озера Биши-Хир и начинают двигаться на юг вдоль западного берега. Свежий молокозавод у него. В каждой деревне местные жители приглашают на чай, помогают сориентироваться и выбрать правильную дорогу. Пытаются запугать ожидающими впереди трудностями. Короче, ребенок утверждает, туда не ходи, сюда ходи. Снег башка попадет. А вот научи, да? Ну ладно. Ну ладно. Ха-ха-ха. Да какие тут медведи, а? Да. Да. Ага, 55, да. Buradayız. Now. Yes. Where are you going? We're going to Bishihir along the west coast, this way. Up here. Mountain. Mountain. It's good. Good. Problem. Good. Mountains good. Но они же и помогают. Подвозят сколько по пути, и не только на машинах, а вообще на всем, что движется. Озеро Биши-Хир – самое большое пресноводное озеро Турции. Оно протянулось на 45 километров с севера на юг и 20 километров с запада на восток. Максимальная глубина – 10 метров, но у берегов очень мелко. Озеро Биши-Хир и его ближайшие окрестности входят в состав национального парка. Охота запрещена. Но хозяйственную деятельность не ограничивают. Встречаются и совсем экзотические виды транспорта.
Бишехир – самый крупный город на берегу одноименного озера и один из самых старых в этом районе. Он существовал уже в средние века. В 1297 году была построена мечеть Ишриф-Аглу, а также расположенные по соседству с ней медресе и бани. В Бишехире поход по тропе Святого Павла завершается. А проект «Мир без виз» продолжается. Впереди новые путешествия по безвизовым для россиян странам.